На данный момент существует 3 части Сталкера: Тень Чернобыля, Чистое небо и Зов Припяти. Все эти части плотно связаны между собой сюжетом. В этом небольшом видео мы поговорим, как вы поняли, о сюжете, о прямой связи частей трилогии и не только. Перед просмотром не забудьте проверить подписку на канал, а также заглянуть на мой Discord сервер по первой ссылке в описании. А я начинаю. Всего было 3 похода стрелка к центру зоны, 2 из которых затронуты сюжетом. Первый поход на север был в 2011 году, когда стрелок с Клыком и Призраком добрались до ЧАЭС, проникли в саркофаг и нашли там дверь. Куда она ведет, неизвестно. Покидая подземелье станции, они выходят на отряд Монолита, и те оказывают сопротивление. Бойцы загоняют стрелка внутрь АЭС, где он находит исполнитель желаний. Тот просит загадать желание, но стрелок теряет сознание. Клык предлагал оставить раненого стрелка, считая, что тот не выживет, но Призрак настоял на своем. После этого они относят полуживого стрелка к доктору, и тот залечивает серьезные раны. После излечения стрелок покидает дом доктора и вновь отправляется на север, где попадает под выброс. Судьба благосклонна к стрелку. Еле передвигаясь, он добирается до доктора, и тот еще раз спасает ему жизнь. Второй поход на север или события Чистого неба. Недавно я делал полный разбор второго похода, посмотреть его можно, кликнув по подсказке или же после просмотра этого видео, а также по ссылке в описании. Как я уже сказал, второй поход на север показан во второй части Сталкера «Чистое небо». Оправившись после ранений, стрелок вновь собирается идти на север. Клык скупает детали для дешифратора и собирает его, но обстоятельства резко меняют планы группы. Тут Чистое небо начинает охоту за группой стрелка. Как итог, стрелок в одиночку проникает на станцию, а когда Шрам ломает его защиту, полученную от Сахарова, то наступает мощнейший выброс, который полностью меняет зону. В концовке Чистого неба мы видим много груд тел полуживых сталкеров, которые заперты в большом помещении внутри станции, а также экраны. На руке стрелка видна татуировка «Сталкер». После этого начинаются события Теней Чернобыля. А вот и первая связь. Сюжет данной части знает абсолютно каждый, время на это тратить не будем, поэтому перейдем ближе к концовке сюжета ТЧ. Стрелок находит декодер в гостинице Припяти, оставленный Призраком. Добравшись до ЧАЭС, отбивается от отрядов монолитовцев и военных. Военные в это время проводили операцию «Фарватер», на чем основан сюжет Зова Припяти. Вот вам и вторая связь. Проникнув в саркофаг, он находит ту дверь и открывает ее. Найдя за ней представителя осознания, тот рассказывает стрелку, что зона – результат вышедшего из-под контроля эксперимента данной группы, которая пыталась слиться с ноосферой, глобальной памяти человечества. Отказавшись от заманчивого предложения, он не присоединяется к осознанию. Стрелок находит убежище ученых и уничтожает их. Это мы наблюдаем в хорошей концовке Теней Чернобыля. После уничтожения осознания, стрелок понимает, что зона не исчезла. Проводник направил его по подземельям в восточную часть Припяти к военным. А вот тут уже и третья связь. Финальные события Зова Припяти.
По приходу в Припять он присоединяется к группе военных под руководством майора Дегтярева, которому рассказывает о зоне, в частности, открывает причину провала операции «Фарватер». Выжившие в это время собрались в прачечной. После того, как военные с боем вырываются из Припяти, Стрелок становится главным научным консультантом в НИЧАЗ, научно-исследовательском институте Чернобыльской аномальной зоны. Сюжет Сталкера 2 образца 2011 года должен был продолжить события Зова Припяти. В самом начале сюжета в кабинете НИЧАЗ, главного научного консультанта или же Стрелка, происходит взрыв, полностью сносящий его кабинет. Стрелок погибал. Перед выходом новой части Сталкера мы обязаны убрать пробелы и полностью разжевать все, что связано с трилогией Сталкера. Сегодня же мы рассмотрели связь сюжета и последовательность событий этих игр, поэтому с вас лайк и подписка на канал, а с меня больше годного контента. Не забудьте посетить мой Discord-сервер, ведь вся важная информация только там. Большое спасибо Торседо за специально написанный трек для этого видео. Ссылочку на его группу я оставлю в описании. Обязательно посмотрите видео, которое появится прямо сейчас. Еще увидимся. Пока.